Всем привет, меня зовут Вика. И сегодня давайте посмотрим еще один новый расклад, который, я знаю, очень нравился раньше. Что было, что есть и что будет. Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. Так. Вот знаете, такое ощущение, что в вашу жизнь потихоньку начинает входить вот белая полоса. Белая полоса, которую вы так давно ждали. Вы начинаете отходить от тех негативных мыслей, которые у вас раньше были. У вас было очень много злости. Злости на женщину, которую вы любили, боготворили. Сейчас это как-то начинает вот улетучиваться. Время лечит, не зря говорят. Вы уже, у кого-то из вас, я бы даже сказала, начали появляться новые отношения с женщинами, да, пусть это самое начало. Это может быть у кого-то даже переписка по интернету, кто-то в жизни уже начинает встречаться потихонечку, но вы как-то начинаете налаживать свою жизнь. По крайней мере, вы уже стараетесь где-то бывать, да, может быть, где-то как-то проявлять интерес к женщинам, знакомиться потихоньку, потому что какой-то период вам было не до этого. Вы были, ну, эмоционально просто разрушены, разбиты вот после того, как у вас было разрушение с вашей женщиной. У вас было очень много агрессии по отношению к женщине, даже, может быть, ко всему женскому роду. Настолько вы как-то обозлились, вот недоверие у вас было, что ли. То сейчас вот вы немного начали уже вот в позитивную сторону уже идти. Вот ваша жизнь потекла в позитивное русло. Так. Итак, давайте-ка посмотрим теперь, что же у вас было в жизни. Более так подробнее, да, посмотрим. Что происходило в вашей жизни? Так. Знаете, вот почему-то мне хочется сразу сказать, да, такое слово, не очень-то я его люблю. Но вот в прошлой вашей жизни, я имею в виду прошлый этап, вот, да, который не так давно, может быть, закончился у вас, вот вас имели вот чисто спонсором. Вы, знаете, вот были просто как дойная корова, грубо говоря, да, не хочу никого обидеть, но вот почему-то вот мне хочется так назвать, а не иначе. Вот вы то ли такой щедрый добряк, да, вот вы раздавали деньги женщине, детям, там, кому надо, вы одолжите. Вот как-то по жизни вами пользуются и пользовались все. Из-за своей доброты, я вам скажу, вы пострадали. Вы пострадали от женщины, которая именно вот разбила вам сердце. Из-за своей доброты, из-за своей какой-то наивности, да, вот вы такой, наверное, больше романтичный добряк. Хоть с виду вы можете быть и грозным, властным, да, но в душе вы можете быть хоть и ребенком, большим ребенком можете быть. Да, из-за своей доброты вы 100% очень часто вы страдали. Это может быть даже и по работе, и в отношениях, да. Вот как-то вы такой, знаете, вот если вы влюбляетесь, вы начинаете плясать под дудочку вот этой вашей любимой женщины. Вот вы становитесь, ну реально ее джином, да, вот ну, в хорошем смысле слова. Ну таким вот, ну чуть ли не рабом ее становитесь, да. Вот настолько вы, если вы любите, то вы настолько вот любили вот свою женщину какой-то вот слепой рабской любовью, да, вы готовы были, ну, любой каприз сделать, любое желание, да, вот можете, не можете, да, вплоть до того, что деньги одолжите, там, чтобы ей что-то купить, либо же свозить на отдых, там, еще куда-то, да. Ну, то есть, ну, такой слепой рабской любовью любили, плюс вот эти ваши розовые очки, которые очень долго и очень плотно сидели у вас на глазах. Очень плотно они сидели. Так, еще что у вас было?
За вашу доброту вам ваша женщина отплатила черной неблагодарностью и агрессией. Вы настолько с ней, знаете, начали то ли ругаться, выяснять отношения. Вот как-то, знаете, бензопила дружба, почему-то мне хочется ее называть. Вот постоянно, знаете, как будто вы начали ее раздражать. Вот в штыки все начало восприниматься. У некоторых еще может проигрываться, что она с вами жила, ну, чисто ради денег, да, вот, еще раз повторю, у некоторых это может быть, что она с вами жила, но чисто по выгоде. Я понимаю, что это очень неприятно звучит, да, но жила чисто ради того, чтобы красиво жить, чтобы иметь рядом мужчину, который будет, знаете, вот ждать дома как верный пес, который, грубо говоря, да, вот в зубах тапочки принесет, и чаек сделает, и кофе в постель, да, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да, о вашей вот этой чрезмерной заботе, любви, которая не оценилась. Да, это больно, да, это болезненно, это в 2 раза больнее, когда ты так относишься к женщине, когда ты боготворишь ее, а тебе плюют в душу. И тем более, если это касается измены, да, это вдвойне больнее. То есть в прошлом у вас была очень и очень такая болезненная и ранимая такая ситуация. Хотя, знаете, я не исключаю, что вам даже, может быть, хотелось и еще и детей с этой женщиной. Да? Вы были нацелены прожить с ней, там, я не знаю, до 100 лет и жить душа в душу вместе. Но этого не получилось. Ваша женщина вами настолько манипулировала, она настолько вас, ну просто вот как кукловод дергала за ниточки, да, вы это либо же не видели, либо видели, но не хотели в это верить, потому что слепо любили ее просто. Да уж, ситуация не из простых. Так, давайте-ка еще посмотрим в 2 словах. Да, в начале вот я уже начала ситуацию смотреть, то, что у вас сейчас происходит, да, что вы уже как бы нацелены на светлое будущее, да. Давайте-ка еще посмотрим, что сейчас еще в вашей жизни. Так. Вот вы сейчас, да, вот это ваше прошлые отношения, они вас очень закалили. И сейчас я бы сказала, что вы стали жестче, может быть, даже в чем-то агрессивнее стали. Немного не так реагируете, да, вот если раньше, может быть, вы более спокойно на какие-то вещи могли реагировать, сейчас у вас даже характер может поменяться, да, может быть, более вспыльчивый вы стали, более ранимый. Более такой, вы знаете, переживательный, что ли. Вы очень опасаетесь очередного предательства и измены. Вот именно от женщины. Вы очень сильно переживаете за это. Вот вам бы и хотелось, да, новую женщину, вы уже нацелены на новые отношения, но вы очень боитесь этого, нового предательства, что вы снова растворитесь в новой женщине, а она вас не оценит. Потому что вы такой человек, ну вот я просто гарантирую, ну вы до мозга кости просто, ну настолько такой семейно ориентированный, вы настолько, ну такой человек, вот если вы любите каждой клеточкой, но вы не умеете любить наполовину, дружить наполовину. Вот вы такой, да, это классно на самом деле. Вот. Но вот эти вот страхи обмана именно от женщины, да, от мужчины, да, это неприятно, но как-то это не так воспринимается. От женщины это вдвойне больнее, вы ужасно боитесь этого. Так, еще что у вас сейчас происходит? У некоторых из вас может еще проигрываться, что вот это ваша бывшая жена, да, что она то ли детей настраивает против вас, то ли не дает общаться с ними. Вот как-то вот из-за чего-то вы переживаете по поводу детей, да. Либо же вы видите их очень редко, но вот что-то вот из этого приносит вам какие-то страдания, да, вы очень сильно скучаете за детьми, вы не можете в полной мере заботиться о детях.
Сейчас у вас, я бы сказала, у вас как-то жизнь начинает вот стабилизироваться. Вы даже, может быть, финансово стали лучше жить, чем жили раньше при своей женщине. Вот как-то стабилизируется ваша жизнь, и ваше душевное состояние, и ваши финансы. Вот еще единственная личную жизнь вам хочется наладить, да, вот еще, как, конечно, побаивания у вас есть небольшие, но вам хочется все-таки встретить новую женщину, с которой можно, да, и в дождь, и в снег, и в гололед, и в радости, и в горести. Давайте-ка теперь посмотрим, что же будет у вас, да? Может быть, у вас и будет такая женщина. А посмотрите, у вас сразу же идут судьбоносные перемены. Вот судьбоносные просто перемены. После вашего затишья, после того, как вот вы разуверились в женщинах и не доверяли им, вам Бог, да, вот высшие силы, вам пошлет новую женщину, и причем, может быть, даже у некоторых проиграется, да, вот судя по карте нашей. Может быть, еще дети даже будут. Именно у вас будет женщина для серьезных отношений, для семейных. Причем я вам скажу, эту женщину, возможно, вы знаете. Вот это какая-то женщина из прошлого. Я не говорю, что это бывшая, нет. Это новая совершенно женщина, но у вас как-то, вот знаете, ну, похоже, теплые воспоминания с ней связаны. Может быть, это какая-то старая знакомая. Может, вы раньше учились, работали, там, соседкой она была. Ну, кем угодно она могла быть. Но эту женщину, вы знаете, вы где-то с ней пересекались. Может быть, вы даже вскользь пересекались. Я не говорю, что это ваша хорошая знакомая, нет. Но пусть там, может быть, даже одноразово вы с ней где-то общались, да, может быть, вы в магазине там с ней пересекались, да, покупали что-то у нее, да. Ну, то есть где-то вот было какое-то вот, пусть даже небольшое, но общение было однозначно. Так, еще давайте сейчас в двух словах посмотрим, что еще у вас будет. Вот, знаете, с этой женщиной вот как-то стабильность приходит в вашу жизнь. Вам даже, знаете, вам не будет вериться, что в вашу жизнь пришла новая любовь и новая женщина. Причем женщина эта, она настолько вас покорит вот именно своей добротой. Вот теплые такие, добродушные, знаете, вот именно домашние, уютные женщины. Вот чем-то она мне, вот знаете, материнское тепло напоминает, вот тепло мамы. Вот чем-то она будет похожа. Так, вот даже я вам скажу, ну, посмотрите, вот даже семейная карта у вас выпадает. Я вам скажу, даже вот вы станете увереннее в себе, вот более уверенные. Вы с ней, посмотрите, у нас и король, и королева жезлов выпала. То есть вы как две половинки одного целого. С этой женщиной у вас будет настолько вот стабильная жизнь. Хотя спокойно я ее назвать, ну, никак не могу, потому что она дама огненная. Может даже проигрываться огненного знака зодиака. Она постоянно что-то делает, куда-то мчит, она очень активная. Это женщина, которая не будет бездельничать, она всегда найдет себя чем занять. Ну, соответственно, она потащит и вас, да, куда-то пусть на прогулку, куда-то поехать, там на экскурсию, в гости пойти. Вот. И причем я вам скажу, даже у некоторых из вас может быть вот даже какие-то ваши вот болезни, которые вас беспокоили, скорее всего, они вас беспокоили от каких-то чрезмерных стрессов, да, они потихонечку даже вот, ну то ли уменьшатся вот эти ваши болезни, да, либо же улетучатся. Может быть, у кого-то там были, я не знаю, там головная боль, бессонница, да, вот с этой женщиной вот как-то стабилизируется и нервная система ваша, и пройдут вот даже некоторые из ваших болезней, да, вот, ну чудеса такие. Она еще, я вам скажу, она очень экономная, вот эта дамочка. Она не настроена на транжирство, вот на то, чтобы деньги направо-налево тратить. Нет, вот с ней как раз можно и копейку какую-то собрать, да, вот что-то отложить там на отдых, на путешествие, там еще куда-то.
вот она очень такая рациональная, да, вот она скорее нацелена на то, чтобы покупать самое необходимое, а остальное положить куда-то там в заначку, да, вот. Поэтому с этой женщиной все настолько вот будет гармонично, в унисон, да, вот причем вот еще раз повторюсь, что у некоторых из вас это либо же брак официальный, либо гражданский брак. Поэтому у кого сейчас какие-то нелады в личной жизни, да, когда вы опустили руки, ни во что не верите, боже, я уже охрипла что-то, много разговаривала. Если вы даже ни во что не верите, поверьте мне, все-таки и в вашей жизни будет все прекрасно, все наладится. И вот ваша половинка, именно половинка для семейной жизни, она тоже появится. Хотите ли вы того или нет, но она появится, и все у вас будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!